Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Сергей Медведев, и это канал Каноэ Спорт. Как вы уже догадались, сегодня у меня в гостях интересный и очень крутой спортсмен Андрей Крайтер. Андрюха, привет. Привет, Серег. Сегодня мы с Андреем поговорим о САПе, и не просто о САПе, а о гоночном САПе. Андрюха очень большой опыт имеет, является чемпионом мира и чемпионом Европы по гребле на каноэ, а также Андрей участник чемпионатов мира по САПу. Ты был четвертый, да, насколько я знаю, на спринте на чемпионате мира. У Андрея большой опыт, ему есть что, я уверен, сказать и чем поделиться. Андрюх, ты какие-то нам вещи, какие-то секреты, фишки сегодня расскажешь? Все очень ждут. Расскажу. Во-первых, хочу сказать зрителям, Серега, спасибо за возможность сказать и транслировать, да, свою философию и вообще свою любовь к гребле в целом через Каноэ Спорт. И сейчас непосредственно транслировать свою страсть к САПу, именно к гоночному САПу. Все больше и больше появляется спортсменов, я их называю мотивированных, которые хотят прогрессировать в САПе, то есть не просто кататься по озерам, рекам и морям, что, собственно, тоже хорошо и классная активность. На что стоит обратить внимание, да, это для короткой дистанции, для technical race, для длинной дистанции. Неважно, что вы ходите, самое важное, над чем нужно работать, это над грибком. То есть взять один отдельный грибок и работать над техникой и вот на связкой всех элементов в одном грибке. Когда будет поставлен уже более-менее хороший, качественный грибок, когда у тебя будет чувство опоры передачи, то уже, соответственно, как ты будешь раскладывать энергию, для длинной дистанции это вот один темп, одна амплитуда, для короткой это более взрывная, но суть одного целого грибка, она для любой дистанции остается одинаковой. К примеру, если мы возьмем там стартовое ускорение, да, то есть этот взрыв, он, конечно, чуть другой, там он немножко короче, ты немножко все-таки так ближе к воде стараешься быть, ты садишься в коленках, присаживаешься, фиксируешь плечи и делаешь такие короткие, мощные взрывные грибки. Уже когда переходишь на дистанционную ход, он уже более размашистый, более длинный, у тебя уже пауза в воздухе чуть длиннее, чем весло в воде. И уже такая чуть меняется другая амплитудка, но все углы атаки, поворот плеча, бедра, присед в коленках, они одинаковые практически для любой дистанции, поэтому над этими моментами нужно смотреть. Вот на что обращать внимание? На грибок, на какой-то прокат, как это все ловить, как эти ощущения получать? Ну, в первую очередь, на таком уровне, если уже человек хочет смотреть какую-то скорость, уже какой-то ход доски, конечно, оборудование в нашем виде влияет очень прилично, то есть должно быть качественное весло и хорошая доска, у которой есть какие-то характеристики для того, чтобы вообще какую-то скорость иметь, потому что много досок, они бесформенных, и они сунутся по воде, то есть у них нет гидродинамики никакой, поэтому оборудование, конечно, очень важно. Ну и следующий момент, это быстро, эффективно нужно загружать лопасть, да, лопатку нашу впереди, в положительном угле в воду. Фаза в воде должна быть импульсивная, вот от точки касания до выхода весла должна быть очень динамично, импульсивно, и пауза в воздухе, она должна быть чуть-чуть длиннее, чем фаза в воде, то есть это момент расслабления. Это и есть вот один цикл, тот один грибок, над которым мы работаем, и просто нужно его делать и на понтоне регулярно, можно хоть каждый день по 50-100 грибочков постоянно набирать. Это, во-первых, специфику мышц тренирует, твоих специальных мышц, которые держат эту опору, и, собственно говоря, ты начнешь что-то больше понимать. Руки у нас должны быть максимально прямыми, то есть мы не сгибаем в локте, мы вот практически ровную руку, мы ее фиксируем. Вместе с работой верхней руки мы добавляем легкий присед в колени. Вот как это выглядит. И с этого момента у нас прямая нижняя рука, она что делает? По сути, мы себя от этой руки подтягиваем вперед. Оп. Мы наваливаемся на это весло, наваливаемся и сразу встаем. Мы загрузили лопатку, выгружаем. Загрузили, выгружаем. Ну и, конечно, это нужно видео со стороны, видео спереди, сравнивать себя, получить взгляд со стороны, потому что я сам на себя смотрю, вот одна картинка, вот я даже прошу там Ларри Кейна мое видео посмотреть, взгляд со стороны всегда тебе дает много информации, над которой ты можешь работать, поэтому здесь нужно к более опытным просто обращаться и получать какие-то рекомендации. Есть ли разница готовить спринт или готовить какую-то длинную дистанцию? Так же, как и в гребле, единицы людей, которые могут идти
идти 200 метров и там long distance 12, 15, иногда 18 километров. Я вот тренирую спринт, длинная дистанция мне идет немножко в ущерб. Когда я ухожу больше в длинные тренировки, то есть, да, я больше объем, меньше интенсивность, весло длиннее, соответственно, по длинную дистанцию, потому что другая совершенно амплитуда, тогда скорость максимально идет в ущерб. Поэтому здесь, конечно, сложно. Просто когда приходит весна, ты выбираешь направление. Либо ты уходишь меньше объем, больше интенсивности, больше силы специальной, больше взрыва, тренируешь спринт и technical race, что похоже, потому что technical race это тоже взрывы от буя до буя, там дистанция подлиннее, но ты срываешься, делаешь поворот, опять с нулевой скорости стартуешь. Вот. Long distance это, конечно, такая поступательная, очень ровная гребля, без резких поворотов, без перебежек. Она, конечно, нарабатывается вот тренировками вот в таком лактатном пороге на максимальное потребление кислорода, и это просто уже по весне, как бы вот по специфике спортсмены выбирают, на что больше обратить внимание. Наверное, есть какая-то все равно, ну, базовая составляющая, да, вот оптимальной тренировки для подготовки на САПе. Хороший вопрос, он многих интересует. Обычно я делаю следующее, то есть у меня 10-15 минут в сумме уходит на разминку, я начинаю на берегу, там 7 минут, потом выхожу на воду, еще 7 минут там продолжаю на воде. После 15 минут уже, когда системы, все, организм запущен, я начинаю работать. То есть я вот за то, что больше качества, меньше объема. То есть я не люблю длительные, долгие тренировки, я люблю за час как бы оставить себя на воде, там просто выложиться, неважно какая тренировка, короткие, что-то подлиннее иду, но я вот за час стараюсь всю там энергию оставить. Считаю, что этого достаточно. 4, например, тренировки в неделю на воде от часа до часа 20. 2, в лучшем случае 3 раза бег, там 8-10 километров, иногда он может быть интервальным, но вот объем такой где-то. И 2 силовых тренировки вот тоже на этой неделе. И вот в таком режиме на сегодняшний уровень еще можно прогрессировать и конкурировать. Как делать разворот на САПе и насколько это важно вот в САПе? Что про поворот сапера могу сказать, это, наверное, единственный вообще такой трик, такая фишка. Во-первых, это эффектно, это зрелищно, и на соревнованиях, вот технической гонки, когда несколько людей заходят на повороты, это единственное место, где ты можешь вот либо отыграть преимущество, либо проиграть, то есть можно упасть. Самое важное в повороте это, конечно, не упасть. Как не упасть? Наша задача всегда ногами быть в касании с доской, то есть я не за то, чтобы прыгать, то есть ты должен быть все время ногами в касании с доской и веслом в касании с водой. То есть весло это твоя опора всегда. Если ты будешь балансировать веслом в воздухе, ты очень быстро упадешь. Если ты будешь двигаться по доске и постоянно вот здесь немножечко так у воды веслом макать, это дает тебе уверенность. И следующий момент, что мы всегда смотрим туда, куда мы хотим повернуть, то есть вот мой нос, я поворачиваю влево, я смотрю немножко левее носа и таким образом делаю грибки. То есть я не смотрю под ноги, это первая ошибка, от которой тоже люди падают, теряют просто такую механическую координацию. Может ли спортсмен, ну, то есть начинающий сапер или сапер, который уже имеет опыт, сам готовиться и на какие моменты важно обращать внимание? Могут сейчас уже спортсмены готовиться. Был момент, я хотел получать информацию, хотел получать анализ, какую-то рекомендацию. И я не знал, как это делать, пока не нашел платформу Paddle Monster. Это Ларри Кейн, олимпийский чемпион в каноэ. Сейчас вот он уже на протяжении 10 последних лет активно тренирует, разрабатывает и методики, и программы в САПе. И вот это такая одна из платформ, и я тоже на этой платформе удостоился вот от недавних пор. Есть люди, которые могут запросить видеоанализ техники, то есть присылая видео и получить там 20-минутный анализ своей гребли с рекомендациями. Поэтому есть вот потихонечку появляются. Андрюх, спасибо тебе, что пришел и рассказал о гоночном САПе и о таких моментах. Занимайтесь спортом, греблей. А если вы мотивированы на САП-гонки, пишите, будем тренироваться вместе, прогрессировать вместе. Всем алох! Спасибо большое, друзья, за просмотр этого видео. Подписывайтесь на Каноэ Спорт и все на гребле, друзья. Пока-пока.